Приветствую вас на канале ETS Lab, меня зовут Евгений Радевич, я являюсь одним из руководителей компании Gorn Electronics. На этом канале мы будем публиковать познавательные видеоролики о применении, испытаниях и видеообзорах продукции в области систем мониторинга транспорта и стационарных объектов. Мы, как производитель, давно получили признание, но так нашу продукцию еще никто не подделывал. Если раньше на рынке постоянно присутствовал только один схожий датчик производства Богуир, в рамках работы в университете наша команда инженеров разработала и организовала производство датчиков уровня топлива, то теперь появилась откровенная подделка под датчик Богуир, датчик DUT D485 от безымянного производителя, который распространяется в РФ и на Украине. Итак, сегодня у нас на обзоре датчики уровня топлива нашего производства под торговой маркой ETS, безымянного производителя и Богуир. Датчики установлены в стенд, представляющий собой сообщающиеся сосуды. Уровень одинаковый. Из стенда капельным методом отводится топливо, что обеспечивает медленное и равномерное изменение уровня топлива в стенде. Для регистрации измеренного уровня топлива используется GLONASS Tracker Smart S2433 производства компании NAV Telecom. Для обработки и отображения зарегистрированных данных используется программное обеспечение Ford Monitor. Время начала эксперимента 13:04. Датчики обрезаны на длину 300 мм, выполнена первичная калибровка, отключены все усреднения и диапазон формирования выходного сигнала задан 65535 отсчетов. Трекер настроен на регистрацию измерений уровня топлива каждую секунду. Датчик под маркой ETS имеет ID1 и отрисовывается желтым графиком. Датчик от безымянного производителя имеет ID2 и рисуется голубым графиком. Датчик Богуир имеет ID3 и отрисовывается красным графиком. Масштаб вертикальной оси на графиках ПО Ford Monitor выполнен динамическим, поэтому могут быть накладки в отображении. На регистрацию и значение полученных данных это никак не влияет. Кроме того, к видеообзору будут приложены файлы с экспортированными данными в формате Excel. Теперь на графиках отчетливо видна дискретность изменения сигнала датчиков от безымянного производителя и Богуир. Причем на один разряд изменения уровня этих датчиков приходится множество разрядов изменения уровня регистрируемых датчиком под маркой ETS. Как вы можете видеть, графики датчиков от безымянного производителя и Богуир имеют идентичный характер. Забегая вперед, это связано с тем, что датчик от безымянного производителя является плохой подделкой датчика Богуир, использующим то же самое встроенное программное обеспечение. Итак, смотрим уровни, измеренные датчиком производства Богуир: 50874, 50748, 50623. Шаг измерения уровня составляет 125 единиц выходного сигнала. Уровни, измеренные датчиком от безымянного производителя: 49933, 49808, 49682. Шаг измерения уровня также составляет 125 единиц выходного сигнала. Чтобы посмотреть разрешение выходного сигнала датчика нашего производства под маркой ETS, требуется значительно увеличить график. Итак, измеренные уровни 50537, 50536, 50535. В принципе, измерение производится шагом 1 единица. Иногда бывает измерение производится шагом в 2 единицы. Это связано с тем, что уровень опускается быстрее частоты опроса датчика трекером. Хочу показать, что эксперимент продолжается, процесс идет. Топливо потихонечку продолжает капать. Заключение. Несмотря на то, что заявленная в паспорте разрешающая способность датчика безымянного производства 4096 отсчетов, а Богуир 1023, если мы разделим диапазон 65535 на шаг изменения в 125 отсчетов, то разрешающая способность для обоих датчиков составит 525 единиц на длину, и это не зависит от заданного максимального диапазона 4096 или 1023 отсчета. Всегда реальная разрешающая способность будет 525 единиц на длину. Датчик под маркой ETS в то же время обеспечивает разрешение в честные 65535 единиц на длину.
При текущей длине датчиков 300 мм чувствительность датчика составляет 5 микрон изменения уровня. Как тебе такой, Илон Маск? Шутка. В сухом остатке имеем несоответствие заявленных технических характеристик датчиков безымянного производителя и БГУИР и отличные технические характеристики датчика ETS. Высокое разрешение измерения уровня датчиками ETS наиболее актуально для решения задач контроля топлива в стационарных емкостях большого объема. Также хочу отметить, что на сегодняшний день наша компания выпускает датчики уровня топлива под торговыми марками ETS и Ревнимир. Правообладателем торговой марки Ревнимир является компания Техконтроль Украины. Ну и по традиции YouTube. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и звоните в колокольчик. Пишите в комментариях, какие еще эксперименты провести. Спасибо за внимание.